Привет всем! Гуси-лебеди тоже поприветствовали. Сегодня у нас съемки дома. Будут драчки, будет борьба за место, как полагается. За место на кошачьем дереве, за место в коробке и на коробке. Короче, котята будут выяснять между собой отношения. Периодически будет присоединяться кот Вилли, раздавая оплеухи. А также будет воспоминание про лето. Дело в том, что у меня есть долг перед Арчиком. Я должен отдать ему справедливое. Арчик летом носил мышь. Он ее носил, он с ней играл. Происхождение этой мыши остается загадкой. Сам ли он ее поймал, или он нашел ее у Вилечки. Но факт есть факт. Арчик носил мышь, играл с мышью. А вот про Анфиску-то показали, как она там с птичкой, как она там вообще. А вот про Арчика не показали. Ну, я считаю, что надо вот эту несправедливость устранить. Поэтому будет такой летний фрагмент с Арчиковой мышью. Коробка в коридоре стоит, коробка абсолютно бестолковая. Но благодаря тому, что она такая удлиненная и по высоте идеальная, Ирина подумала, что она должна котятам понравиться. И она не то, что понравилась, она просто стала их любимым местом. Анфиска занимает, лежит внутри, там проводит много времени. Как только она из коробки уйдет, тут же Арчик туда забирается. Ну, а здесь у них вот такое выяснение отношений. Говорит, а мы вместе будем. Ты в коробке, а я на коробке. И продолжалось все это довольно долго. Коробка стоит в коридоре. Дело в том, что у нас много коробок, не бывало много коробок образуется в последнее время. Просто мы стали очень много чего заказывать. То, что раньше просто ездили, покупали в магазине, сейчас стали заказывать по интернету. Соответственно, доставка коробки на радость котятам. Вообще почта, как справляется почта, честно говоря, непонятно. Мы пытались отправить посылку в Россию. И нам ее вернули. То есть на почте здесь взяли, а потом на более, так сказать, вышестоящем, на распределительном пункте вернули. Сказали, что авиационная почта не работает, доставка в Россию невозможна. Мы отправляли также посылки в Германию. В Германию посылки дошли нормально. Видимо, то, что железнодорожным автомобильным транспортом идет, как-то оно доставляется. Просто неофициально сказали, что по Европейскому Союзу доставка идет. За пределы Евросоюза с каждой отдельной страной там вопросы. И имеется в виду обычная почта. Если отправлять курьерской, какой-нибудь там специализированные, то они, конечно, доставят. Видите, тут вырезано окошко специальное. Вообще коробка отличная, просто отличная. Арчик, правда, тем, что он на нее взобрался, я немножко помял. Но вообще, благодаря почте, благодаря этим интернет-заказам, в общем-то, мы это коронавирусное время, в плане привычного образа жизни, мы практически сохранили. То есть, все товары есть. Думаю, надо подписаться. А вот они, те самые летние кадры. Арчик с мышью. Он ее то носит, то, так сказать, бросит, начинает играть с ней, подкидывать там лапой. Анфиска, естественно, рядом интересуется. Арчик был очень доволен. Он как-то носил крота. В одном из видео вы увидите, как он несет крота. Крота он носит, отпускает. Кроты, они такие, они вредные. Пищат громко, несъедобные, и вообще с ними лучше не связываться. А в этот раз была мышь.
У нас, конечно, было предположение, что эту мышь поймал Вилли. Он тогда как раз таскал одну за одной. И Арчик каким-то образом эту мышь перехватил. Ну, Вилли интересно, он некоторых мышей не ест, некоторых мышей он поиграет, оставляет. Почему, не знаю. Обычно раньше это доставалось сорокам. То есть сороки присматривали за котом, и когда видели, что кот мышь оставит, чуть-чуть отойдет, сороки мышь воровали. А в этот раз на месте сорок оказался, вероятно, Арчик. Хотя, может быть, это он и сам поймал. Ну, не знаю, говорить не буду. Вот видите, он очень воодушевлен. Как он смешно прыгает при этом. То есть у него в своих панталончиках белых. Вот у него такие смешные прыжки. Вообще хорошо, конечно, что вот котята застали лето вот на своем таком совсем молодом периоде, что пришлось на лето. Вот они попривыкли, побегали, поиграли. Вот. Сейчас, конечно, зимние условия. Сегодня опять Арчик пришел мокрый, лапы мокрые, все брюхо все мокрое, хвост мокрый. Ну, опять каким-то образом попал в озеро. Но не с головой в этот раз. Вот, мы его салфетками, обтерли салфетками. Вот, полежал, погрелся, все нормально. Вот смотрите, какой он танец выполняет. Просто вот и так, и так. А снег выпадал. Вот ролики есть, и лебедь в снегу ролик, и как котята встретили снег, как все это вот было. Действительно снегопады, действительно большой такой толстый слой снега был. А сейчас я снимаю, вот когда озвучиваю вот это видео, опять никакого снега в помине нет, все стаяло. Вот, пару раз там дождь прошел, смыл. Опять лужайка зеленая, лебеди выходят, траву щиплют. Короче, такая европейская зима. Настоящая такая уже в январе, наверное, все-таки наступит, как всегда. Вот, а пока... И так как опять потеплело, опять туман. Посмотрите, вот в некоторых последних роликах я вставлял съемки с дрона. Именно очень низкий туман. Над озером буквально 100-120 метров тумана нет, видно, а дальше туман. И вот такой узкой полосой над озером очень-очень-очень красиво. Конечно, смотрится. А почему туман держится? Потому что, во-первых, тепло, то есть он не замерзает. Ветра нет, безветренно, его не сдувает ветром. А солнце уже не такое жаркое, чтобы его растопить. И вот как-то держится. Вот смотрите, это про субтитры. Когда вы видите буквы на экране, эти буквы вам мешают, это субтитры. И там показано, вот там кнопочка, нажмите, и буквы пропадут. Арчику досталось. Лилечка так играет. Как слон. Опа. Подзатыльник дал котику. Так, а котик говорит, да ну вас нафиг с этими играми, говорит, детскими. Нет, скорее он не хочет, чтобы его сломали, ты нарушаешь его приватность. Вилли стал все чаще играть с ними, причем там и с игрушками стал играть, но я про это сейчас скажу. Кота Вилли обязательно посмотрю. Как-то с утра мы с Ириной застали котика, как он гонял маленькую такую пластмассовую мышку, он ее гонял по залу, лапой бегал за ней, так сказать, ее подкидывал. Мы такого не видели уже очень-очень давно. Вот. И стал даже за удочкой бегать. То есть котик вспомнил молодость, чему мы очень рады. Давай Вилечке подзатыльник дай. Арчик, тебе же хочется. Ему консерву не дали, что ли?
понимать. Имеешь в виду Вилечка? Вилечка хочет на выход. А этот взял мячик, играет за мячик. Сгоняй ее оттуда. Нет, он там рядом. Это место наверху на самом деле козырное. Битва за него. То есть это не просто так они играют. Это конкретно Арчик пытается тоже забраться туда. Анфиска его, естественно, не пускает. Вот. Но мы увидим, что в итоге получится. Ну, она разливает посильнее. Вот так. Ну вот они в итоге вдвоем. Чё, говорит, приперся, говорит, сюда, зачем? А я, говорит, тут лежать хочу. А потому что скучно ему. А я не знаю, почему она не играет. Потому что она наелась мяса. И теперь она хочет отдохнуть. Ну, в итоге они вдвоем забрались. Вот. Такой вот у них великолепно. Великолепно. Маловато площадка. О, как зевает Анфиска-то. Ну спи, чего зеваешь-то? Или сыр ждешь? Глаза слепаются же. Сейчас вино будем пить, и она ждет сыр. Вот, кошка с двумя головами и одним хвостом. Про лебедей. Посмотрите, в последнее время было несколько роликов, как мне кажется, достаточно удачных про лебедей. Спасибо квадрокоптеру. Были, так сказать, интересные такие кадры. И вот этот вид, с которого начался данный ролик, когда вот лебеди стоят перед террасой, это будет видео, как голубка стала строить гнездо на пирсе. Вот это, по-моему, ну, настоящий хит. Посмотрите, как у голубки что-то там переключилось. И она стала у нас на пирсе вить гнездо. Мы этим были абсолютно шокированы. Ну, посмотрите, интересный сюжет. Натюрморт. Кошка на камине с вишней. Да, Арчик улегся под телевизором. А где же у нас Анфиса? Анфиса должна быть где-то занимать какую-то ключевую позицию. И она устроилась на камине. Она глаза закрывает, слушай, она спать собралась там. Да. Арчик вот он. Анфисия вот она. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!